Мегапроекты. Посмотрите за окно. Сколько лет в вашем городе строят обычную дорожную развязку или торговый центр? Годы? Десятилетия? Мы привыкли верить, что это нормально. Но что, если я скажу вам, что прямо сейчас происходит глобальный сбой в матрице? Пока одни страны тратят миллиарды на проекты, которые рушатся или устаревают еще до открытия, Китай и Арабские Эмираты переписывают законы физики. Роботы, заменяющие тысячи рабочих, искусственный интеллект, управляющий гигантскими экскаваторами без участия человека, здания, которые строятся за 19 дней. Добро пожаловать за грань реальности. Вы на канале «Атмосфера и жизнь», в вашем навигаторе в мире, где будущее наступает сегодня. Мы отбрасываем догмы и смотрим на Вселенную через призму технологий. Сегодня мы покажем вам мегапроекты и технологии, которые доказывают, сингулярность уже здесь. Цифровой разум забирает у человека самую тяжелую работу. Усаживайтесь поудобнее. Никакой воды, только факты. И поверьте, то, что вы увидите в середине выпуска, навсегда изменит ваше представление о реальности. Поехали! Вы когда-нибудь собирали конструктор Лего? А теперь представьте, что детальки весят 1000 тонн. В 2015 году Китай заставил мир вздрогнуть. В городе Чанша проект небоскреба Mini Sky City высотой в 57 этажей, около 670 футов, был возведен всего за 19 дней. 19 дней! Секрет кроется в тотальной модульной сборке. Огромные блоки создаются на заводах роботами с математической точностью, а на стройплощадке их просто защелкивают друг с другом. Но амбиции идут дальше. По этой же технологии планируют возводить здания высотой в 220 этажей. Но что делать, если на месте будущей стройки стоит исторический комплекс? Снести? В Китае просто берут и уносят его. Чтобы построить подземный торговый центр в районе Хуаянь-Шишикумен, инженеры установили под комплекс весом более 8270 тонн роботизированные гидравлические домкраты. Здания буквально встали и ушли шагающим движением в сторону, пока под ними шла стройка, а затем также вернулись обратно. Это выглядит как магия, но это реальность. Но это были лишь игрушки. Готовы увидеть, как ИИ окончательно забирает власть на стройплощадке? Прямо сейчас на тибетском плато возводится мегапроект, который кажется кадром из киберпанк-фильма «Дамба Янгчу». Ее высота составит около 200 метров, и знаете, в чем главная особенность? На этой стройке нет ни одного человека. Вся плотина от основания до вершины печатается с нуля при помощи колоссальных строительных 3D-принтеров. Вместо пластика – бетон. Слой за слоем ИИ возводит монолит. Абсолютно вся тяжелая техника – краны, самосвалы, бульдозеры – управляется единой нейросетью. Они общаются между собой в реальном времени, рассчитывают траектории до миллиметра, избегают аварий и работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Планируется, что эту махину полностью построят менее чем за 2 года. Если этот эксперимент завершится удачно, мир навсегда изменится. Профессия строителя может исчезнуть, уступив место алгоритмам. Искусственный интеллект больше не просто пишет тексты или рисует картинки. Он физически меняет рельеф нашей планеты. Там, где ИИ управляет на Земле, небеса захватили дроны. Забудьте про доставку пиццы. Мы говорим о тяжелых промышленных квадрокоптерах, которые доставляют крупногабаритные солнечные панели прямо в горы по сложнейшему рельефу. На юго-западе Китая при строительстве сверхвысоких подвесных мостов через каньоны именно дроны протягивают первые несущие тросы над бездной, полностью исключая риск для человека. А на Земле их встречают роботизированные системы. Робот-каменщик кладет кирпичи с невероятной скоростью, не прося перерывов на обед, увеличивая производительность в 10 раз по сравнению с человеком. Роботы-штукатуры за считанные минуты оставляют после себя идеально ровные стены. А как насчет железных дорог?
Китайцы создали гигантских роботов для суперскоростной укладки путей. Эти автономные монстры сами высыпают балласт, укладывают шпалы и закрепляют рельсы. Результат – 2 километра высокоскоростной магистрали в день. В то время как другие страны годами судятся и планируют 1 километр пути, эти машины просто едут вперед под контролем искусственного интеллекта. Но что, если мы пойдем еще дальше? Что, если сами строительные материалы станут живыми? Да, вы не ослышались. Одна из самых безумных инноваций, которая уже применяется на шоссе в Шанхае, это самовосстанавливающийся бетон. Внутри этой смеси дремлют миллионы особых бактерий. Как только в мосту или здании появляется микротрещина и туда попадает влага, бактерии прошипаются. Они начинают выделять карбонат кальция, который буквально залечивает рану изнутри, кристаллизуя зазор. Здание лечит само себя, как живой организм. Архитектура становится живой не только внутри, но и снаружи. Взгляните на культурный центр Fosun Foundation. Его фасад состоит из подвижных многослойных штор. Они находятся в постоянном медленном кинетическом движении. В зависимости от времени суток и мероприятий внутри, здание буквально меняет свою форму. А целые мегаполисы превращаются в так называемые губчатые города. Вместо того, чтобы бороться с наводнениями с помощью мертвого асфальта, Китай внедряет зеленые крыши, заболоченные зоны и проницаемые тротуары. Город работает как гигантская экосистема, которая впитывает влагу, защищает от катаклизмов и дает убежище природе. Мы буквально учимся симбиозу у самой планеты. И пока умные города впитывают воду, по их улицам готовятся ходить те, кто окончательно сотрет грань между человеком и машиной. Китайские корпорации, такие как Unitree и X-Robots, уже штампуют человекоподобных роботов. Роботы, которые варят кофе, делают сальто, распознают эмоции и обучаются в реальном времени. Они готовятся выйти на стройплощадки, в госпитали и в наши дома. А теперь соедините все это вместе. ИИ-проектирование, 3D-печать, роботов-строителей и живые материалы. К чему это приведет? К таким проектам, как саудовский The Line. Зеркальный город-стена высотой 500 метров, прорезающий пустыню. Да, амбиции временно сократили со 170 километров до 2,4 километров для первой фазы, но даже этот отрезок стоит сотни миллиардов долларов. В нем не будет машин, не будет дорог, только возобновляемая энергия, климат-контроль и абсолютный контроль ИИ над каждой сферой жизни. Утопия это или высокотехнологичная тюрьма-антиутопия? Грань становится все тоньше. Технологии, которые мы сегодня обсудили, это не фантазии писателей, это чертежи, которые роботы прямо сейчас заливают бетоном. Наш мир трансформируется в глобальную матрицу, где алгоритмы строят дома для людей. Друзья, искатели истины, теперь вопрос к вам. Как вы считаете, смогут ли роботы и ИИ полностью вытеснить человека не только со стройки, но и из других сфер нашей жизни? Идем ли мы к идеальному будущему или роем себе технологическую могилу? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях, я читаю и отвечаю каждому. И, конечно, подписывайтесь на канал «Атмосфера и жизнь» и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало новой эры. Станьте частью общества визионеров. До встречи за гранью реальности.